Привет! Вы на канале Nitsa Travel. В прошлом выпуске велопутешествия по Шри-Ланке мы доехали до Ругамбе и задержались там почти на 2 месяца. И когда обстановка с коронавирусом стала уже благоприятнее, мы продлили визы и решили объехать весь нетуристический север Шри-Ланки. Так что в этом выпуске мы отправляемся из Ругамбе на север, вдоль восточного побережья острова. И первая остановка у нас будет в городе Батикалоа. Нам предстояло проехать около 110 километров по жаре. Поэтому мы решили, что будем просыпаться очень рано, чтобы в 5-6 утра уже выехать на маршрут. Так что мы позавтракали уже на серферской локации Lighthouse. Сейчас 7 утра и всего лишь 5 людей серфит. Но если бы не карантин, там было бы очень людно. Оля наносит боевой раскрас. Да, а то буду красная. Рельеф оказался простой, но во многих местах мы преодолевали местность по мостам через лагуны и заливы океана. Бывало, что ланкийские кладбища встречались прямо на пляже. И в одном из выпусков мы расскажем вам про цунами, которое произошло в 2004 году. Тогда погибло очень много людей. Религия менялась на глазах. Если в Ругамбе преимущественно живут мусульмане, то тут все чаще встречались индуистские храмы вперемешку с мечетями. Часто поселения отличались даже по виду, а граница проходила просто по арке с надписью населенного пункта. И так как мы рано выехали, то 110 километров до Батикалоа мы преодолели до темноты. Часто туристы, осевшие на время в Ругамбе, приезжают сюда в Батикалоа просто на день, или по пути в Тринкомали заезжают. Так что город не входит в список Масси на Шри-Ланке. До центра города мы не доехали километров 5, потому что поселились в гестхаусе в районе, где обычно селятся туристы, возле пляжа. Как вы понимаете, информации о городе совсем немного, так что мы решили больше узнать о Батикалоа у местных. Could you tell about Batticaloa? You look at the Dutch Fort, Dutch Fort and Kanti Park, and go to Lighthouse. It's a nice place. How many days do usually people stay in Batticaloa? Maybe 3 days, 4 days. 3-4 days. По пути в форт мы увидели крупный индуистский храм, и неудивительно, ведь большинство населения Батикалоа индуисты. А затем мы заехали в парк с воротами Батикалоа, который важен не только историческими статуями, но и просто, как нам показалось, чуть ли не единственное цивильное место в городе. Конечно же, мы и тут оказались единственными туристами. Когда мы говорили, что мы едем в Батикалоа, то нам сразу же говорили, что посетите вот форт здесь. Мы сюда и приехали, у меня ворона яблоко забрала. Мы сюда приехали, и оказалось, что это по сути достопримечательность, но билетов здесь нету. А по сути это как такое ограждение для офисных зданий. Деревья на Шри-Ланке настолько огромные, что под ними гармонично расположилась стоянка для байков. И отсюда вот открывается неплохой вид. Ворон тут очень много, как всегда, но, в общем-то, ничего особенного. Некоторые музеи оказались закрыты из-за эпидемии коронавируса. И это неудивительно, посетителей все равно было бы немного, так как иностранцы все остались в Ругамбе, и мы их еще очень долго не видим. Дороги здесь везде оказались отличные, даже козы пасутся на идеальном асфальте. Так как Батикалоа находится на островах и полуостровах, то я представляю, как классно было бы запустить тут дрон и показать вам весь город с высоты.
Но в северо-восточной части Шри-Ланки так много военных баз, что нам приходилось очень тщательно подбирать места для взлета дрона. Так что кадров не так много, как хотелось бы, но красоты в районе маяка все-таки нам снять удалось. В заливе возле маяка густые мангровые заросли, где можно прокатиться на лодочке. Маяк – одно из самых классных мест в районе Батикалоа, но кроме самого маяка можно еще здесь покататься на лодках по заливу. На такой вот моторной лодке стоит прогулка 1500 рупий, а на такой вот обычной весельной 500 рупий. А чуть дальше от маяка нас поразил лес у пляжа, где собрались местные рыбаки. От Батикалоа до Пасигуды всего 30 километров, и ландшафт ничем не отличается от предыдущего дня. Так что этим же вечером мы приехали уже в Пасикуду, место, которое славится своими пляжами. Welcome to Pasikuda. This is my John guest. Мы поселились в обычном, в самом простеньком таком гестхаусе, где не было гостей уже с марта. Наша комната стоит 1200 рупий в день. Наша хозяйка также занимается швейным делом, а также она преподает еще английский, потому что сейчас не сезон и туристов не было, поэтому они тут выкручиваются уже как могут. 3 места в Пасикуде наша хозяйка нам порекомендовала. Калькуда-Бич, там можно встречать рассвет, Пасикуда-Бич и Elephant Rock, там хорошо встречать закат, и мы туда сейчас поедем. Первым делом мы отправились на пляж Калькуда, куда приходят встречать рассвет. Здесь чистая вода, удобная для купания глубина. И после 2 месяцев в Ругамбее было очень заметно отсутствие сногсшибательных волн. По нашему мнению, это один из лучших пляжей на всей Шри-Ланке. Из любопытства мы заглянули и на край этого полуострова, где оказалось, к сожалению, вообще неинтересно. Храм еще не достроили, пляжа там нет, а вот военная база есть. И камни обосраны птицами. И тут мы столкнулись с проблемой. В общем, тут тоже сказали, что нет еды. Уже во 2-м ресторане подряд говорят, либо позже приедете, либо нет, вообще ничего. Видимо, это все из-за карантина. А этот ресторан морепродуктов совсем закрыт. Мы зашли еще в несколько мест, нигде не было готовой еды. Только в одном ресторанчике для местных нам удалось найти очень вкусное роти с бананом. И мы решили задать хозяйке пару вопросов. And what's the best time to come to Pasikuda? May, June, July. May, June, July. May, June, July. 3 months. And what, can people do snorkeling here? Snorkeling? Yeah. Yes, snorkeling here. I have 5 looking. How many hours? How many? 5 hours, 4 hours. В итоге этот ресторанчик оказался единственным местом, где мы смогли заказать еду в Пасикуде. Так что мы отправились дальше исследовать пляжи. А вот и прекрасная дорога на пляж. Пляж Пасикуда – это тот самый популярный пляж возле деревни Пасикуда, куда туристы приезжают, и он очень классный. И неудивительно, что он застроен отелями. Скорее всего, чтобы попасть на пляж, у вас есть 2 пути. Либо пройти через отель, либо по грунтовой дороге, как мы сюда и попали. И если вы проедете по грунтовой дороге, вы сразу же увидите много рыбаков. Этот пляж просто усеян дорогими отелями, куда любят приезжать местные. А так как во время карантина границы были закрыты, то местной элите, которая обычно отдыхает где-то там в Австралии или в Европе, пришлось приехать поддержать местный бизнес.
По словам местных, шри-ланкийцы в бюджетных гестхаусах обычно не останавливаются. Предпочитают сразу ехать в дорогие 5-звездочные отели, причем всей семьей. Мы вот едем по Пасикуде, и тут кроме отелей вообще ничего нет. Elephant Rock – это закатная точка в Пасикуде. Мы не ожидали, что это место окажется настолько популярным и среди местных, а обо всех популярных местах знают и собаки с воронами. Смотрите, здесь фонари оснащены солнечными панелями. Это особенно актуально на этой неделе, потому что на этой неделе перебои с электричеством на Шри-Ланке, и через 20 минут должны планово выключить свет во всем районе. А главную дорогу, как видите, это не заденет. Нам говорили, чтобы мы приехали в этот отель попозже, будет еда, но сейчас они вообще закрылись. Хорошо, хоть коровы поели травы у отеля. Короче, что-то коронавирус все подкосил, и мы нашли единственный рабочий магазин, и ресторанов просто тут нету открытых. Что это сказал? Сказали, что надо заранее еду заказывать. Заранее заказывать. За неделю. В итоге мы вернулись в тот самый ресторанчик, где ели роти с бананом. В общем, мы не остались голодные, нашли, наверное, единственное локальное место, где нам могут приготовить еду. Нам приготовили все-таки рис. Света сейчас нет, потому что отключили его на час. Вот мы едим в романтической обстановке. Следующим утром мы выехали из Пасикуды на рассвете, и до Тринкомали, крупнейшего города на восточном побережье Шри-Ланки, нам оставалось ехать около 120 километров. Мы продолжили двигаться вдоль океана, но в этот день мы видели его только изредка. На этом участке дороги трафик оказался еще меньше, а пейзажи все такие же обалденные. Ну, если с дрона смотреть. А если не с дрона смотреть, ну, такое. Оно уже нам даже приелось. По пути с нами не случилось ничего необычного, кроме ремонта дороги, туристического гида, остановившего нас среди полей, и орла, который едва не врезался в наш дрон. Мы тут ехали и видели огромное количество коров просто повсюду. Я еще столько никогда не видел. Сейчас мы вам покажем. Вот не поверите, здесь и правда много коров. Но когда мы взлетели дроном, то коров как будто не оказалось в принципе. А вы вообще видите тут коров? Нас предупреждали, чтобы мы успели доехать до темноты, так как мы частично пересекали национальные парки с дикими слонами. Вообще мы сейчас находимся на территории национального парка, где слоны могут проходить, даже сюда заходить, если они голодные очень. Ехали, просто увидели слона, купающегося возле Тринкомали. Так близко увидеть слонов удается не так уж часто, а тут мы могли спокойно наблюдать, ведь были на мосту, то есть в безопасности. А этот местный парень ведет себя так, как будто не подозревает о том, что слоны могут быть опасны. Хотя, судя по заборам, под напряжением вдоль дороги слоны тут встречаются регулярно. Тут также собрались и местные, даже непонятно, кого они были рады больше видеть, слона или нас. Не слоном единым. На подъезде к Тринкомали мы часто встречали диких обезьян на заборе. Военных баз, кажется, тут стало еще больше. А уже на подъезде к городу нас удивил огромный цементный завод, построенный при поддержке японцев. Но о Тринкомали подробнее вы узнаете в следующей серии велопутешествия по Шри-Ланке. Если было интересно, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и кликайте на колокольчик, потому что мы вернемся и расскажем вам о том, почему Тринкомали одно из лучших мест на Шри-Ланке. Впервые попробуем дайвинг.
и вы узнаете, что делают олени на главном автовокзале города. Пока-пока!